Пока чекисты вяжут одного за другим чиновников из окружения Тимура Иванова, мы можем поговорить о том, что полезного для понимания системы нам дают большие коррупционные скандалы. Что нам открыло дело Алексея Улюкаева? Не то, что, боже упаси, федеральный министр берет взятки. Мы точно знаем, что в российской табели о рангах министр экономики – тихий и приличный интеллигент. Вряд ли он входит даже в топ-100 чиновников, берущих взятки. Мы прекрасно понимаем, что подобному министру коррупционное обогащение достается по остаточному принципу, если вообще. Но мы узнали нечто гораздо более важное. Как устроена коррупция в высшем эшелоне российской бюрократии. Узнали, что не существует никаких сложных офшорных схем, никаких переводов с карибского юрлица на криптосчет в Конго. Все устроено куда более примитивно. Федеральный министр самостоятельно приезжает в центральный офис госкомпании, забирает там спортивную сумку, в которой лежит как минимум, если все сотнями, 20 килограммов наличных долларов, и несет ее вместе с водителем до машины, потому что тяжело. Очень сложно представить, что отношения среди людей, которые ворочают миллиардами, устроены именно так. И еще сложнее представить, что глава крупнейшей госкорпорации с федеральным министром обсуждают взятку в $2 миллиона примерно так же, как совместный поход в ресторан. Будто это вообще не самое главное дело сегодня. Что-то проходное. Это обсуждается так, будто речь о каком-то легальном и общепринятом действии, а не о том, за что могут на много лет посадить обоих участников. Ну, то есть мы узнали о нашей системе из той истории много интересных деталей. С арестом Тимура Иванова ситуация очень похожая. Да, все руководство Министерства обороны коррумпировано по уши. Ну, тоже мне открытие. Да, Тимур Иванов, отвечавший за военное строительство, а отдельно за восстановление Мариуполя, воровал не тысячами, не миллионами долларов, а тоннами долларовых банкнот. Но когда гражданский генерал проиграл какую-то неведомую аппаратную войну, выяснилось нечто действительно важное. Никто не готов за него заступиться. В случае с Ивановым мы видим просто невозможное единство официальной пропаганды, Z-каналов и самых либеральных спикеров. Получается, нет ничего хуже, чем работать на эту власть. Ведь если ты гражданский активист или оппозиционный политик, или рядовой гражданин, попавший в жернова системы, тебе будут сочувствовать. За тебя заступятся правозащитники, о тебе напишут ведущие западные СМИ. Медиазона выпустит о тебе новый материал, как о несправедливо арестованном. А если сможешь каким-то образом выбраться, тебе дадут любые визы, любую помощь, примут в самых развитых странах мира с самым высоким уровнем жизни и помогут тебе там устроиться. Но когда ты часть этой системы, когда ты зарабатывал на войне и помогал другим на этой войне зарабатывать, тебя буквально никому не жалко. Тебя все ненавидят. Для одних ты организатор войны и военный преступник, для других — казнократ, который не дает солдатам нормально воевать. Когда система тебя выкидывает, перестает защищать, ты тут же становишься и военным преступником, и украинским шпионом одновременно. Нам стало очевидно нечто и ранее понятное. Путинскую верхушку ненавидят на самом деле все. Все знают, что они воруют. Все знают, что воровство это конвертируется во вполне реальные смерти. Ни у кого, включая тех, кто каждый день только и облизывает Минобороны, в подобной ситуации не поворачивается язык сказать не то что слово в поддержку замминистра, хотя бы слово нейтральное. Вернемся опять же к делу Улюкаева. Кто-то сомневался в фабуле дела? Никто не сомневался. Кто-то пытался оправдывать вынос из офиса Роснефти сумку наличных долларов? Никто не пытался. Но за министра заступались уважаемые люди. Не было проблемы публично написать: да, брал взятку, нехорошо, но министр жил по тем правилам, которые предлагала ему система. Мы не знаем, чем он там провинился перед Путиным, в каком частном разговоре что сказал, или, может, насолил кому-то из ближайшего путинского окружения. Но мы знаем лишь, что дело против Улюкаева было политической расправой, а любая жертва политической расправы заслуживает сочувствия. Но не в том случае, когда речь идет о тех, кто сейчас помогает вести войну. Да, они такие же рыжие пасынки системы, которых выкинули не за то, что те воровали, а за то, что проиграли. Но это просто агрессивная биомасса, организовавшая войну с сотнями тысяч жертв. Они сами никого не жалели. И вряд ли можно вообразить реальность, где они могли бы заслужить сочувствие кого бы то ни было. Так что первый вывод звучит так. Не будьте душегубами, не работайте на душегубов. Душегубы никому не нравятся.
И нет худшего в жизни состояния, чем не просто оказаться на нарах, но быть на этих нарах всеми презираемым. Второй вывод. Ничто так явно не доказывает превосходство морального выбора над материальным, как это делает путинская система. Она в некотором роде учит нас христианскому смирению. Дальше проведем небольшой мысленный эксперимент, а пока небольшое некоммерческое объявление. Посмотрите, пожалуйста. Многих артистов, публично выразивших несогласие с войной, буквально вынудили уехать из России. Среди таких артистов московская группа «Луна», чьи концерты в России в 22-м регулярно отменяли. Тогда «Луна», как и, например, группа Би-2 и многие другие, попала в неофициальный список нежелательных из-за антивоенной позиции исполнителей. Теперь «Луна» не может организовывать концерты в России. Зато в других странах их по-прежнему рады видеть. В мае у группы будет тур, посвященный 15-летию коллектива. «Луна» посетят Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Армению, Грузию, Сербию, Черногорию и Кипр. А финалом тура будет шоу в Израиле 22 мая в Тель-Авиве в клубе «Гагарин». Подробное описание тура вы можете посмотреть на сайте группы «Луна». Ссылку я оставлю в описании. Группа известная, хедлайнер крупнейших рок-фестивалей на протяжении дюжины лет, собирали аншлаги как в России, так и в Беларуси и в Украине. Так что, если будете в странах, которые затронет нынешний тур, обязательно посетите их концерт. Поддержите замечательных людей и хорошо проведете время. Это некоммерческое объявление. Если есть другие артисты, которые хотели бы такое объявление на моем канале, пишите мне. Продолжаем. Итак, мысленный эксперимент. Представим, что вы уехали по худшему из возможных сценариев. Сидите сейчас где-нибудь в Ереване, без работы, полагаясь только на переводы от оставшихся на родине родителей, с которыми вы давно не виделись. Живете в квартире, снятой на 10 человек, миритесь с кучей бытовых неудобств. И вообще нельзя сказать, что ваша жизнь – мечта поэта. Но давайте сравним вашу жизнь с существованием тех, кто думал, что этот чудесный режим не принесет им ничего, кроме пользы. Тимур Иванов считал, что совершил намного более рациональный выбор, чем вы. Ведь вы уехали, куда глаза глядят, а он остался. И не просто остался, а украл кучу денег. Ну и что? Как вы думаете, готов был бы Тимур Иванов махнуться с вами судьбами прямо сейчас? Неделю назад, вне всяких сомнений, не махнулся бы. Ведь он ездил на бронированном пульмане по центру Москвы, а вы собирали мелочь на маршрутку. А что прямо сейчас? Прямо сейчас, надо думать, он бы с радостью поменял камеру в Лефортово на самую плохенькую квартиру на окраине Еревана. Он бы выбрал ездить на маршрутке, ведь она лучше автозака. И главное, куда на ней поехать, решаешь ты сам. Короче говоря, в путинской системе быть говнюком не окупается. Да, система презирает посторонних ей граждан. Когда Путин говорит о военных потерях, его откровенно пробивает на ха-ха. Никто даже не пытается делать вид, что судьба сидящих под обстрелами жителей Белгорода – проблема для кого-то, кроме них самих. И режим вполне откровенно дает понять, население, существованием которого приходится иногда считаться, его раздражает. Но своих-то эта система презирает не меньше. Точнее даже так, люди, которые изо всех сил системе этой служат, сами считают себя в ней своими. Им кажется, что они выучили какие-то правила и приносят пользу, а в ответ получают гарантии безопасности. Но на практике все совершенно не так. На практике система не испытывает никакой благодарности к тем, кто инвестировал в нее свою репутацию и саму жизнь. На практике, когда придет время расправиться, это будет сделано без малейших сантиментов и безо всякого учета предыдущих заслуг. Получается довольно хреновая сделка. В обмен на возможность какое-то довольно мимолетное время пожить как саудовский принц, ты всецело отдаешь себя во власть людей, которым голову ближнему откусить, что позавтракать. Только в отличие от рандомной жертвы, которые пришли за репост в ВКонтакте 5-летней давности, ускользнуть от преследования степями Казахстана для тебя не вариант. Обратите внимание, когда вяжут какого-то человека извне системы, даже до предела нам неприятного, вроде Гиркина-Стрелкова, сразу видно, что человек не один на один с системой остается. Как минимум, жена будет ходить на суды и публично за мужа заступаться. А где жена Тимура Иванова, которую он годами содержал в чистейшей роскоши? Она ж публичный человек, светская львица, телеведущая, все дела. Вряд ли можно ожидать, что она встанет в очередь к окну передатчик в СИЗО с большой клетчатой сумкой. Но хотя бы пару слов сочувствия можно же из себя выдавить на публике. Вот и выясняется, что как вся жизнь у них какая-то ненастоящая,
Как в своих дворцах они живут, по сути, квартирантами, так и семьи у них заемные, служебные и вообще прилагаются к должности. Лишился должности. Жену отбирают вместе с дворцом. Просто представьте, насколько это противоестественное и отвратительное человеческой природе состояние, когда в твоей жизни нет ничего своего и ничего настоящего. Ни любви, ни семьи, ни дружбы. Когда спят в одной постели не с тобой, а с должностью. Выходят замуж, пьют водку в бане, тусят на вечеринках не с Тимуром, а с замминистра обороны, и только до тех пор, пока он замминистра. Жизнь бенефициаров режима выглядит как сказка, но на практике она же антиутопия. Очень мрачный роман, в котором за нелояльность или даже за подозрение в ней тебя не просто кидают навсегда в застенки, но отбирают личность. Ничто в своей жизни тебе на самом деле не принадлежит. Большой друг Дмитрий Песков не напишет тебе в СИЗО. Никто из тех, кто окружал тебя на кадрах светской хроники, не придет на суд. Даже смешно в некотором роде слушать о клане Шойгу, частью которого был Иванов. Что же это за клан такой, который клановцев сдает как стеклотару? Где своему человеку никто даже на ухо не шепнул: «Чувак, у тебя сутки, беги!» Совершенно ведь исключено, что министр обороны, член Совбеза, один из ближайших к Путину чиновников, был без малейшего понятия, что ключевой его заместитель находится в разработке ФСБ. Знал ведь, скорее всего, даже сильно заранее. И спокойно на совещаниях с Ивановым сидел, заводы инспектировал, приятельские беседы, наверное, вел, здоровьем детей интересовался. И ничто у него нигде не ёкнуло. Это какой-то ужасающий мир, населенный вурдалаками. Начальник, с которым ты работаешь долгие годы, в интересах которого воруешь бабло, у которого служишь персональным кошельком, знает, что тебя завтра скрутят прямо на рабочем месте и упекут на долгие годы. И ты настолько будешь к этому не готов, что уедешь в Лефортово прямо в мундире. Какие дворцы, яхты и самолеты, какая кричащая роскошь окупает такую жизнь? Когда, если не друг, то как минимум близкий знакомый, глядя в глаза, приглашает тебя в субботу поесть шашлыков, точно зная, что с пятницы ты будешь питаться тюремной баландой. Какие это кланы, господи прости? Какой клан можно собрать из предельно трусливых людей, каждый из которых с утра до вечера трясется исключительно за свою задницу? Это в лучшем случае бандитские шайки самого мелкого пошиба, которым норм вместе грабить киоски. Но на первом же допросе любой участник шайки так запоет, так отчаянно будет топить дружков, что у следователя рука устанет записывать. А представляете, если Шойгу не знал? Это ж еще хуже. Ведь сидят все эти граждане на своем совбезе, синхронно кивают в такт путинским бредням о европейских трансгендерах и ленинской Украине. Бортников знает, что завтра повяжут зама Шойгу, Путин уже дал на это санкцию, и никто даже не подбегнет. Дескать, Кужугетыч, ну ты имей в виду, завтра мы твоему ласты скрутим. Почисть там хвосты, если есть, пресс-релизик подготовь. В общем, ты понял, соблюдай технику безопасности и не стой под стрелой. Консолидированная, путинская элита. Еще Путин никуда не делся, а они уже друг другу жрут, не меняя выражения лица, только кости на зубах похрустывают. Узнали ли мы что-то новое о системе из этого скандала? Скорее, ярче увидели старое. Мы увидели систему, составленную из худших людей, из самых трусливых, при этом свирепых, самых беспринципных и аморальных. Мы в очередной раз убедились, чтобы служить этой системе, нужно знатно так расстаться с остатками сознания. Ну, служите дальше, кто смотрит. Может, и о вас ролик сделаем. До завтра.